Приветствую вас, дорогие друзья! Мы в прямом эфире, и сегодня мы будем обсуждать приворот, как же это работает и как не попасть в руки мошенников, как воспользоваться действительно качественной услугой. Давайте приступим. Для начала нужно понимать то, что сейчас, на данный момент, конец года. Конец года всегда говорит нам о чем? О том, что спрос на услуги такого рода возрастает. Возрастает он прежде всего по той причине, что у людей копится огромное количество нерешенных ситуаций жизненных, и они хотят всячески решить данные ситуации и обращаются к услугам колдунов, гадалок и прочих людей, которые оказывают определенного рода услуги. Соответственно, мы можем с вами отсеять тех, кто недобросовестно выполняет свои услуги и выдает ложные услуги за реальные. Ложными услугами в данном случае являются те ситуации, когда человек заказывает, допустим, возврат любимого человека и говорит, что хочет получить результат моментально. Естественно, когда он делает соответствующий запрос, ему сразу выкатывает любой поисковик варианты такой услуги, когда человека предлагается вернуть в течение дня, 2 дней, 3 дней, без проблем, онлайн, как угодно. То есть человек оплачивает данную услугу, она может стоить небольших денег. И, естественно, мошенники пользуются этим, получив оплату, они либо продолжают доить того человека, который к ним обратился, либо просто кидают его в бан и больше с ним на контакт никаким образом не выходит. Нужно понимать то, что реальный исполнитель никогда не будет говорить то, что он сделает работу на 100%. То есть выполнить работу он выполнит, но результат стопроцентной гарантии не обладает. Он не может дать стопроцентную гарантию, потому что в момент того, когда вы заказываете работу такого рода, может произойти следующее. Вы можете просто-напросто выйти на улицу и сломать себе ногу, лечь в больницу на месяц, да, и каким образом он может вам гарантировать результат в течение, допустим, недели, если вы к тому же можете еще и находиться в другой стране. А такие случаи, они довольно часто возникают. Поэтому сейчас мы обсудим, чего точно нельзя делать, когда вы выбираете специалиста для решения такой, скажем так, узкоспециальной задачи. Поэтому давайте приступим. Первое. Человек не может давать стопроцентную гарантию. Второе. Человек не может гарантировать результат в короткий промежуток времени. Когда мы говорим о том, что вам гарантируют за 1-2 дня решить вашу ситуацию, это заведомо ложная информация, это обман. В таких случаях вы сразу должны прекратить общаться с таким человеком и искать специалиста, который действительно будет выполнять данную работу. Специалистов, как правило, их практически 2-3% на весь объем тех предложений, которые есть. И вы можете быть уверены, что к этим 2-3% вы попадете, пройдя полный комплекс разных шарлатанов и разводил, которые пользуются тем, что у вас есть какая-либо проблема. И ваша проблема в данном случае для них является дойной коровой. И когда вы, находясь в растрепанных чувствах или в каком-то таком состоянии, когда на вас легко воздействовать, они с удовольствием с вами начинают общаться и рассказывать сказки, как все будет красиво,
только нужно заплатить. Вот. Естественно, данная работа не может стоить небольших денег. Поэтому те работы, которые заведомо стоят 3-5 тысяч рублей, именно приворот за 3-5 тысяч рублей, таких работ не существует. Это заведомо ложь и заведомо обман. Вы можете быть уверены, что работа по привороту может стоить минимум в районе 30-35 тысяч рублей, потому что человек, который будет действительно выполнять обряд, во-первых, он вам по вашему запросу, либо в принципе он может предоставить материал, видеоматериал, фотоотчет своей работы, то, что он действительно подготовил ваши фотографии, подготовил ваши данные, использовал определенное количество материала, которое видно на этой записи. То есть использовал тот же самый какой-то дорогой алкоголь. Использовал в то же время редкие и довольно дорогие ингредиенты, которые обычно в этом используются и без которых никакого результата, естественно, не будет. Мы уже во многих видео об этом говорили, в том числе с Георгием, показывали. И на этом канале такая информация есть. Вы можете с ней ознакомиться и посмотреть, что именно используется в реальном привороте, когда мы говорим о привороте через магию Вуду, посредством этой магии. Далее. Мы встаем перед вопросом, каким же способом будет выполнена данная работа. Зачастую человек может сказать, что да, он закупил какой-то материал, что он его использовал, и даже может предоставить вам какое-то видео с использованием ваших фотографий и так далее. Человек в любом случае показывает свое лицо. Если человек не показывает свое лицо, прикрывается каким-то балахоном, прочими какими-то вещами, там, темными очками, там, чем угодно, и описывает это то, что вот он такой таинственный, то это заведомо ложь. Большинство из таких людей, они используют следующий способ, то есть они размещают картинки, крадут чужие материалы, которые, по их мнению, очень неплохо зайдут всем людям, которые, в принципе, будут искать и интересоваться такой услугой. Мы в данный момент можем четко сказать то, что любая картинка с красивой подписью и отсутствие на том профиле, к которому вы обратились или на который вы наткнулись в сети, не дает никакой гарантии о том, что человек является, в принципе, тем, за кого себя выдает. Большинство ложных аккаунтов, допустим, того же самого Георгия, они созданы людьми в разных частях нашей страны и стран зарубежья. Мы на такие аккаунты часто натыкаемся. Если вы повстречали такой аккаунт, то вы напишите и расскажите об этом нам, чтобы мы могли отследить. Потому что здесь, в прямом эфире и в других прямых эфирах, вы можете наблюдать действительно то, что Георгий существует, то, что он выполняет работу как в прямом эфире, так и на записи, и готов разговаривать с любым из своих клиентов открыто и честно. И с теми людьми, которые даже не являются клиентами, а просто воспользовались какой-то консультацией, получили информацию, которая им была необходима. Поэтому давайте поговорим о том, как мошенника отличить от реального человека. Реальный человек всегда показывает свое лицо и говорит от себя. Он дает гарантию того, что работу будет выполнять именно он, что оказывать помощь вам будет именно он, то, что вся информация, которая необходима, она будет получена им от вас. Все данные, все
материалы, которые он от вас получает, они строго конфиденциально и не выходят никуда в сеть без вашего ведома. И это никакого, в принципе, не имеет значения, что где-то может появиться информация, но она будет обязательно замазана, закрыта и так далее. Здравствуйте, через сколько ждать результат? Через куклу. Результат зависит от ситуации, Эдуард. Ситуации бывают разные. Если мы говорим о привороте, то результат через куклу Вуду после окончания работы, а работа делается от 10 до 14 дней, ожидать можно не ранее, чем через 3 недели. 3 недели – это, по сути, минимальный срок, от которого можно ставить какие-то предположения, когда это произойдет. 3-8 недель в среднем. Это после окончания работы. То есть с момента, когда человек обращается, даже если он в этот момент, когда обратился, решается на заказ работы, он оплачивает ее, работа выполняется, то у нас минимум 5 недель до того, когда результат может наступить. 5 недель плюс, как мы и говорили, там от 3 до 8 недель, от 5 до 10 недель. Таким образом мы имеем минимально возможный результат. Но мы говорим о том, что это конечный результат. То есть это когда человек возвращен, то есть любимый человек вернулся, причем вернулся самостоятельно, он вернулся сам. Его об этом никто не просил. К нему человек, который заказывает работу, никакого контакта он с ним не налаживал, то есть он сам с ним не общался, он ему не писал, не мучил его постоянными звонками. То есть человек должен прийти к этому решению сам. Жертва, скажем так, приворота, она должна вернуться сама. И ваш любимый человек вернется, если это делает настоящий реальный колдун, который обладает способностями, тогда все у нас происходит нормально. А когда мы сталкиваемся с мошенниками, то максимум, на что можно рассчитывать, это либо ситуация сама по себе так произошла, что человек к вам вернулся, потому что он сам так решил и просто совпало. И второй вариант — это когда просто вас разводят, требуют с вас каким-либо образом или шантажом, как часто. Многие из клиентов, которые обращаются к Георгию, они рассказывают такие истории, как они обратились к кому-то, и теперь они боятся обращаться к следующему, но им нужно решить их ситуацию. Но вопрос в том, что они не могут никаким образом решить ее, потому что человек просто их разводит на деньги, и все, и ничего не делает. Поэтому, дорогие друзья, если вы решили заказать приворот, вернуть любимого человека, то вам требуется немало усилий приложить к тому, чтобы выбрать действительно того человека, который вам поможет, который ни от кого не скрывается, который готов принимать лично. И это следующий пункт, который мы с вами обсуждаем. То есть человек должен проводить приемы лично в том городе, в котором он находится. Либо иметь возможность выезда к вам, если у вас финансовое положение позволяет такого рода услугу оплатить. И, соответственно, если человек не показывает себя, если человек не делает личных приемов, и тем более не делает личных консультаций, то тогда все, что вы можете получить, это потерю денег, потерю времени и, естественно, никакого возврата любимого человека вам ждать не придется, потому что вы попадаете просто-напросто в руки мошенников. Люди некоторые, которые также подписаны на этот канал, также из числа тех клиентов, которые были у Георгия, говорили о том, что
они потратили целое состояние перед тем, как обратились к нему за помощью. То есть и миллион, и 2, и 3, и некоторые в течение 10 лет постоянно искали и оплачивали кому-то работу, которую никто не производил. Или производил ее некачественно, только все делал хуже. Ну, естественно, такие случаи, когда человек, допустим, хочет вернуть своего любимого человека, а прошло уже 4 и более лет, то это заведомо утопичное желание вернуть его, потому что, в принципе, это уже практически невозможно. И в таком случае вам просто нужно отказаться от этой идеи и жить дальше. Не тратить свою жизнь на то, чтобы пытаться его как-то вернуть. Вы можете найти среди 8 практически миллиардов людей, которые населяют планету на данный момент, родственную душу. Не сошелся свет клином на этом одном человеке, если прошло достаточно большое количество времени или если у вас есть какие-то большие сомнения по поводу того, что вам этот человек действительно нужен. Эдуард Американец задает вопрос: как это происходит? Если она не вернется, что дальше? Как будто ты включаешь игнор, как психологи рекомендуют, многие возвращаются. Так работает или все-таки действие как-то бывает? Если она не вернется, в каком случае, Эдуард? Не очень понял вопроса. Ну, и если, опять же, мы говорим о том, что... Если, опять же, мы говорим о том, что у нас есть какая-то работа, то есть колдун выполняет определенную работу, мы сейчас говорим о привороте, он выполнил работу качественно и будет заканчивать ее, то есть доведет до результата. Всегда. Он не будет отказываться от своей работы. То есть если результат не наступил через там 8 недель, к примеру, да, которые были заявлены изначально, то он будет дальше своими силами эту работу доделывать до результата. Потому что человек, когда является реальным специалистом, он никогда не возьмется за работу, если он ее не может завершить. Вот и все. Действие какое-то бывает. Ну, в общем, вы подумайте, что вы хотели спросить, и задайте вопрос еще раз. Так. Ну, а тем временем давайте продолжим. Множество случаев, когда обращаются за границу. За границей, как мы уже в прошлом видео, которое было сегодня ночью, мы уже обсуждали с вами, Африка. Африка, Нигерия — это самые те злачные места, в которых у нас происходит самое веселье. Веселье заключается в чем? Люди занимаются разводом вас на деньги путем того, что они являются, да, реальными людьми. Они собираются в группы, они реально обладают сильными способностями, но они не готовы решать вашу проблему, они готовы решать свою. А у них проблема простая, у них нет денег, или им их не хватает. И эти деньги они, естественно, будут использовать в одном простом случае, чтобы с вас забрать себе или с ваших близких, с вашего круга знакомых, собрать все эти средства и чтобы вы их им переслали или привезли. Таких людей легко вычислить, я в прошлом видео об этом говорил. Можете к нему обратиться и посмотреть. Так, ну а тем временем Эдуард задает далее. Многие психологи рекомендуют включить игнор. И многие, к примеру, девушки или пары мерятся, возвращаются, это так работает. А игнор зависит от ситуации. Ситуация бывает разная. То есть даже взять ситуацию из жизни, если человек не испытывал к вам изначально каких-то сильных чувств, то ваш игнор не поможет.
Вы просто можете ускорить процесс разрыва таким образом, и все. То есть первое, что нужно понимать, если мы подходим к вопросу с точки зрения психологии, это то, какова была, собственно, причина того, что человек от вас уходит. Что именно человека в ваших отношениях, в отношениях с вами не устраивает? Секс не устраивает, времяпрепровождение не устраивает, веселья не хватает или разнообразия. То есть люди разные. Есть те, кто, в принципе, не могут быть однолюбами, они по жизни, по своей конституции там внутренней, да, они моногамны. И они не могут просто с вами вот с одним проводить постоянно время и считают, что таким образом они теряют свою жизнь, тратят ее на вас, и это их не устраивает, они от вас уходят. Есть такие случаи. Есть случаи, когда просто человек встречает более интересную кандидатуру или просто у вас накопилось огромное количество какого-то негатива, недосказанности, нерешенных проблем между вами и вашим партнером. И ваша пара рассыпается только по одной простой причине, то что вы между собой не общаетесь, вы не решаете проблему, вы просто ее замалчиваете, и потом один из вас решает уйти от другого, вот и все. Таким образом, когда вы решаете обратиться за возвратом вашего любимого человека, вы должны понимать то, что мошенников 97%. То, что мошенник вам никогда не скажет, что не стоит обращаться с такой ситуацией вообще к магии, да, и что стоит забыть, что стоит начать жить заново. Такого ответа от мошенника вы с 99,9% вы не получите никогда. В свое время Георгий огромное количество раз говорил то, что молодые, там, в районе 20 лет, допустим, девочки обращаются за помощью, и он им отказывает по одной простой причине, потому что человек в 20 лет не готов еще решить для себя, может ли он всю жизнь прожить с человеком, с одним, потому что если вы делаете приворот через Вуду, то тогда вы несете всю жизнь ответственность за этого человека и привораживаете его навсегда. Данная работа не снимается, и если вы бросите этого человека, уедете от него или просто перестанете с ним выходить на связь и общаться, то тогда будет вся эта ситуация заключаться в одном простом решении, то что человек будет страдать, и так как Георгий это предвидит, он просто отказывается от таких случаев и не помогает людям. В данной ситуации это глупо делать приворот человеку, который еще даже не понял, как устроена жизнь, что он хочет от этой жизни получить. И человека, который с ним будет в этой жизни плечом к плечу решать все совместные какие-то задачи и проблемы, взрослеть вместе, он просто не может еще выбрать этого человека. Вот и все. Поэтому вы можете задать вопрос, если у вас какие-то возникают. Я постараюсь на них ответить. Вообще, в принципе, у вас возникало желание вернуть того или иного человека и прожить с ним всю оставшуюся жизнь? Я думаю, что такой вопрос, в принципе, возникает практически у каждого, кто интересуется магией, колдовством. Напомню, что огромное количество, что русскоговорящего населения нашего мира, что испаноговорящего или англоязычного, они обращаются так или иначе к этому вопросу.
Они обращаются, они интересуются, они разбираются, что и как делать, как будет лучше и каким же образом поступить в той или иной ситуации. Стоит ли обращаться, стоит ли выбирать такой путь, не заставлять насильно человека жить с вами. Ну, естественно, если мы берем ситуацию, когда у вас есть дети, когда у вас есть любимый человек, которого вы действительно всей душой, всем сердцем любите и не можете без него жить, то, естественно, в такой ситуации, скорее всего, и это, на мой взгляд, верно, попробовать любые способы его возврата. Эдуард спрашивает, расскажите, как работает приворот, что чувствует жертва, как происходит результат, как все это происходит. Приворот работает следующим образом. Подселяется дух, делается кукла, во-первых, этого человека, которая состоит из многих элементов, и железное африканское дерево используется, которое, само собой, находится в Африке, и его надо каким-то образом сюда доставить. Мы находимся в Санкт-Петербурге, напомню. Вот. И в Африку едет человек, забирает там это дерево, сюда его привозят. Далее используются определенным способом заговоренные свечи, большое количество и разные, которые тоже имеют определенную ценность. Используется фотография, биоматериал, если такое возможно. Это не помешает. Того человека, которого привораживаете, и, собственно, материал заказчика. Может использоваться какая-то вещь, которую человек носил. Также используются иглы и прочее. Сейчас, секунду, я дорасскажу и отвечу на ваши комментарии. Также используются иглы, то есть фамилия, имя, отчество, которое пишется определенным образом на бумажках или на каких-то пергаментах и вкладывается в эту куклу. То есть кукла состоит из огромного количества составляющих. И некоторые из этих составляющих, они хранятся в секрете, что это именно такое, так как у каждого есть свой секрет. Вот. Данная кукла делается в течение 2 недель. Через 2 недели она финалится последним обрядом. Крайний обряд, который обычно мы снимаем, вы можете посмотреть на данном канале. Это кукла с духом, которого подселяют жертве, наговаривается заказчиком, тем человеком, который заказывает приворот, к себе. И человек в процессе вот этого заговора куклы слышит все, что говорит ему его бывший, скажем так, или нынешний, но с проблемами человек, который его привораживает, заказчик, он разговаривает с этой куклой, трогает ее, трет, то есть тактильный контакт с этой куклой происходит. И кукла находится, скорее всего, в том же городе, где проживает и заказчик, и жертва. Бывают случаи, когда люди находятся на разных вообще концах мира, и это тоже работает. Здесь не имеет значения, по сути, большого. Вот, кукла воздействует на человека таким образом, то, что психика человека позволяет заставить его делать то, что вы хотите. То есть он постоянно о вас думает, он постоянно думает о том, что происходит с вами. Он постоянно думает о том,
как ему скучно, ему начинает все быть чуждым, он хочет знать, как у вас дела, как у вас настроение, он начинает испытывать искренние чувства, когда вот вы первый раз влюбились, вот такие чувства он начинает испытывать. И это любовь самым главным в его жизни становится. То есть он влюбляется в вас искренне, всем своим сердцем. Таким образом работает приворот через куку-вуду. И данная работа оказывает огромное влияние на психику человека. Если она сделана качественно и человеком, который является специалистом своего дела, то тогда все проходит нормально. Если человек имеет только какие-то базовые знания и имеет даже свои какие-то паранормальные способности, он может вам навредить. Поэтому человек с опытом там в 1-2 года вас не устроит, вам не поможет. Здесь люди, которые десятки лет занимаются этим, могут ошибиться. Поэтому в выборе того специалиста, который будет делать эту работу, нужно быть очень осторожным. Так, Лина спрашивает, это ужасно. Меня пытались приворожить, естественно, я его не полюбила. На мне легло как порча, ужасное самочувствие было, пусть боги дадут по башке всем, кто это делает. Ну, такое, да, такое тоже заказывают. Многие обращаются к людям, но судя по тому, что у вас просто было ужасное самочувствие, то это говорит о том, что на вас сделали что-то довольно слабое. Какая-нибудь бабушка заговорила, и все. Потому что такие варианты с магией Вуду, они проходят бесследно, и вы все равно вернетесь рано или поздно к этому человеку. У кого есть еще какие-то вопросы, вы можете их задать, не стеснять. Сегодня мы обсуждаем, напоминаю, приворот, как делается данная работа, как не попасть на мошенника и как отличить мошенника от реального человека. Есть огромное количество людей, которые предлагают свои услуги так или иначе. И сейчас мы о них как раз и говорим. Возможно, если вам эта тема интересна, я сделаю какую-нибудь выборку из тех, кто, в принципе, в сети представляется либо людьми, которых не существует, либо, в принципе, обманывает вас. Вы хотите работу, а они просто предлагают заплатить, впустую потратить деньги и тем самым потерять их. Также потерять время, также потратить часть своей жизни, а время, которое мы проживаем в нашей жизни, это самое ценное, самое дорогое, поэтому цените его. Так. В какой стране вы учились? Кто ваши учителя? Ну, если вы впервые зашли на этот канал, то я напомню, что я не являюсь колдуном, а колдуном является тот человек, который на всех видео на этом канале, также и в прямом эфире появляется. Вас посвятили как Бабалова. Вот это я не знаю, что такое Бабалова. Обряд посвящения Георгий получал. Я комментирую конкретно всех, в принципе, мне знакомых или знакомых широкому кругу людей, колдунов. И на этом канале огромное количество информации собрано по колдуну Вуду Георгию. И, в принципе, тут по фотографии на аватаре вы можете это тоже увидеть, что человек другой, это не я. У вас так.
Дух, правда, в кукле существует. Да, в кукле существует дух, духи существуют, естественно. Дух подселяется в разных обрядах, так же, как и обряд зомбирования, или когда мы говорим о любой другой деятельности, особенно защиты. Ахаха, и люди в это верят. Да, представьте себе. Вам повезло, что это вас не коснулось. Так, мы остановились на том, что среди тех, кто предлагает данные услуги, огромное количество мошенников. Их легко распознать. Если вы зашли сейчас и не посмотрели начало этого видео, то там как раз я перечисляю базовые варианты, в которых мы можем увидеть, что именно происходит, как мы можем заметить, какие происходят у нас ситуации, когда мы обращаемся к мошеннику. Как его распознать, как его отличить. Вот. Опять же, повторюсь, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете смело их задавать, я отвечу. Так как я практически всю свою жизнь с этой темой близко связан, и знаю много примеров людей, которые действительно обладали определенными способностями. Кто-то менее сильными, кто-то более сильными. Из всех моих знакомых и моих близких каких-то людей Георгий выделяется тем, что его возможности действительно многих заставляют содрогаться от того, что он может сделать, вот, и от того, каким образом он может помочь. Но так как человек не является каким-то злым колдуном, который выполняет то, что будет угнетать население, человечество, он помогает. Его цель помочь человеку решить какую-либо проблему, с которой он столкнулся, потому что колдуны, в принципе, существуют тысячелетия. И раньше, когда не было еще медицины, то все обращались к знахарям, целителям и колдунам. И об этом надо не забывать. Конечно, медицина, которая сейчас, она современная, она на высоком уровне. Но человек, который с ником «За правду», если ты внимательно слушал или смотрел, то ты понял то, что я вообще-то не являюсь колдуном. И я об этом уже говорил. Поэтому бананы из ушей вытащи и еще раз послушай. Давайте продолжим. На данный момент мы пришли к той ситуации, что нас смотрят 467 человек, и мы говорим о привороте. Каким же образом выполняется приворот и как не попасть в лапы мошенника? Мошенников достаточное количество. Вы, когда заходите на тот же поисковик типа Яндекса, вы, конечно, можете зайти на Яндекс, посмотреть раздел рекламы, и в этом разделе вы увидите огромное количество предложений решить вашу проблему за 5-10 минут, попасть на огромное количество мошенников, которые размещают, кстати, свою рекламу за бешеные деньги. То есть вам предлагают
оплату по результату. Вам предлагаю, просто все это как-то нереально, просто может нам это непонятно, паранормально интересно. Ну, цель данного канала не в том даже, чтобы заставить человека обратиться. Цель в том, чтобы вы знали, как это работает, чтобы в случае того, если вдруг вам потребуется такая помощь, то вы знали, как не наткнуться на откровенных мошенников. Потому что когда мне, вот, допустим, присылают мои знакомые каких-то особых интересных людей, которые выдают себя за действительно каких-то медиумов или колдунов, которые занимаются тем же Таро, допустим, да, вот есть люди, которые верят в то, что можно приворожить человека через карты Таро. Данная идея, она вообще достаточно глупая, потому что Таро изначально служит для того, чтобы приоткрыть завесу того, что было, того, что будет. И в разных степенях точности может это предугадать человек, ну, которому просто природой дано предвидеть, что будет на самом деле. Если он является профессионалом в этом, ну, скорее всего, потомственный какой-нибудь таролог там, то тогда да, к такому человеку можно, в принципе, обратиться. В Америке таких достаточно много, и они открывают салоны, и там действительно у них какая-то информация идет очень похожая на реальность, потому что то, что они предсказывают, оно совпадает. В России тоже есть такие, но их единицы, потому что в основном это сидит какая-нибудь мадама, которая просто имеет актерское мастерство, развитое достаточно сильно, и рассказывает все, что попало, все, что ей в голову там прилетело. Прочитала книжку и пошла рассказывать, вот и все. Поэтому, если вы хотите какую-то работу серьезную заказать, то, естественно, вы должны понимать, что это требует определенных, во-первых, способностей, во-вторых, долгого обучения, и имеет значение, что именно будет являться той магией, которую будет использовать человек. Потому что многие говорят то, что вот я хочу белый приворот, к примеру, да? А вы в курсе, что приворота белого вообще не существует? Белой магией считается та магия, которая относится, допустим, к защите человека, либо к его какому-то исцелению, там еще чему-то. Но не к заговору там на удачу, допустим, может относиться белая магия, но к изменению жизни другого человека белая магия не имеет никакого отношения. Все это относится к черной магии. Это нужно помнить, про это не надо забывать. Вот. А тем временем, если у вас возникают какие-то вопросы, и у вас еще остались какие-то пожелания по теме данного эфира, то вы можете написать комментарий, задать свой вопрос. Данное видео будет полезно любому, кто рано или поздно к этой теме обращается, потому что, как практика показывает, 98% тех, кто обращается к этой теме, они попадают на мошенников разного пошиба. Либо на тех, кто собирает с них огромное количество денег, либо на тех, кто просто как-то по мелочи собирает и просто банит их в переписке, там, не знаю, выкидывает сим-карту и все. Георгий, да, Георгий сейчас работает.
Но нет, это не так. Видео, последнее их всего пару штук. Предыдущие видео писали на прошлой неделе. Можете посмотреть прямой эфир также во время выполнения работы. На то или в конце там предыдущей недели. Цель данного канала, она в принципе заключается в том, чтобы люди понимали, во-первых, с чем они могут столкнуться, где они могут потерять свои деньги. И если все-таки они решили, что это существует, что это им может помочь, то чтобы они с большей вероятностью обратились к реальному специалисту, а не к человеку, который просто будет шантажировать, выманивать деньги, собирать с них какую-то дань, да, и не делать ничего взамен. Был, допустим, случай, когда человек запрос сделал, что он хочет приворот, ему выпал один колдун, да, и этот колдун, мужик, находится он в Санкт-Петербурге, он посоветовал человеку, женщине, сделать приворот на крови, за который женщина заплатила определенную довольно крупную сумму денег, используя тампон. То есть она взяла приворот на месячное, ну, довольно популярный запрос. То есть она взяла этот тампон в момент, когда у нее были месячные, и в борщ его окунула несколько раз. А муж спалил эту ситуацию и не понял вообще, что там с женой произошло, она с ума что ли сошла, или там, что она вообще делает, да? То есть она ему борщ готовит, и в то же время тампон там свой кровавый там, в этот борщ тыкает. Вот. То есть я говорю о таких случаях, что вы можете настолько попасть в глупую ситуацию, если вы обращаетесь к человеку, который, в принципе, не является специалистом, а является каким-то клоуном, который вас использует, то вы можете просто потерять человека не из-за того, что он от вас ушел или собирается уйти. Он убежит от вас, потому что он увидит, что вы вообще делаете и к чему вас принуждает тот или иной лже-колдун, который потом еще и через пару лет садится за мошенничество за решетку. Вот и все. Также напоминаю, что вы можете задать свои вопросы. Мы находимся в прямом эфире. Задавайте свои вопросы в чат. Пользуйтесь чатом. Может, у кого-то есть какая-то ситуация, когда он обращался к мошенникам, и сейчас может ее описать в комментариях, в чате. Смело можете это делать, можете задать свой вопрос какой-то. Можете написать того человека, который вас обманул. Я думаю, тем, кто сейчас смотрит этот эфир, будет полезна информация о таких людях, которые мошенническим способом. Хороший вопрос. Ну, я таким способностям не обладаю. Дух как вселяется в куклу? Можете поподробнее рассказать?
за правду отправляется на пожизненный бан. До свидания за правду. Так, Эдуард. Дух как вселяется в куклу? Можете поподробнее рассказать? Да, по поводу этого я могу вам рассказать. Дух как вселяется в куклу. Можете подробнее рассказать? Да, я, конечно, могу рассказать, как он вселяется в куклу, но этого делать я не буду, потому что я не являюсь колдуном. Колдун у нас Георгий, и он может это рассказать, и в следующем эфире этот вопрос я ему задам от вашего лица, чтобы мы могли об этом поговорить, обсудить данную тему. Вот. А тем временем что-то никто так и не рассказывает про свои ситуации, в которые он попадал. Может, у кого-то есть какая-то интересная история, может, есть история, которую он слышал от своих знакомых и просто может ее указать. Давайте послушаем. Также напоминаю, что Георгий открыт для каждого, можете задать ему какой-то вопрос. Не обязательно заказывать какую-то работу платную и так далее. Вы можете просто получить консультацию в каком-то вопросе, написав ваш вопрос в комментариях к данному видео, к примеру. И в следующем видео Георгий ответит на ваш вопрос в прямом эфире. Мы сделаем подборку и проведем такое мероприятие тоже.